Приветствую, дорогие друзья! В прошлом видео был опрос по поводу мастер-класса на такого жирафа. Мне очень приятно, что вам понравился, что вы откликнулись и так много желающих связать. Очень-очень приятно. Так что я сразу решила приступить к записи мастер-класса. И в этом видео я покажу, какие материалы и инструменты я использовала для создания вот такого жирафика. Пряжа для вязания это Ярнард Этамин. Здесь у нас, напомню, стопроцентный акрил в 30 граммах 180 метров. И вот основной цвет желтый это 439. Для вязания гривы и обвязывала пятнышки это 440. Также для вязания копыт, вышивки на рожках и пятнышек это цвет 447А. Для вязания глазок 421. И для вязания животика и вышивка вот здесь вот в ушках это 423 цвет. Пряжи нужно немного, то есть самое большее это желтая и вот это для вышивки. Всех остальных совсем по чуть-чуть. Наполнение холофайбер. Можно использовать синтепух или синтепон, что у вас есть. Также я использовала глазки на безопасном креплении 0,5 миллиметра. Это самые маленькие. Пока их у меня в наличии нету, но думаю, к тому времени, как мы будем вязать глазки, я их уже получу. Крючком я вязала номер 1. Ножнички понадобятся, понятно, возможно, маркеры, если кому удобно использовать такие. Иголочки для сшивания и разметки. И для изготовления каркаса я использовала медную проволоку. Сечение здесь 0,9 миллиметра. Можно использовать потолще проволоку. Если будете использовать потоньше, то тогда думаю, что необходимо будет ее между собой скрутить, чтобы уплотнить. И также использовала пластырь обычный вот такой в рулоне. Разрезала его на 3 части. Можно потоньше сразу, сантиметровый там использовать. Это для того, чтобы обматывать проволоку. Тем самым повышается износостойкость и безопасность игрушки. Это, в принципе, все материалы, которые нам потребуются. Я желаю вам удачи, желаю, чтобы мастер-класс был вам интересным, полезным. Если будут оставаться какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Будем разбираться. Желаю всем ровных петелечек, хорошего настроения, вдохновения и до скорой встречи в ближайшее время. Пока-пока!